В старших классах школы Уэсбрук появилась новенькая, тихая, незаметная девочка по имени Эмили. Она пришла в середине семестра, никого не знала, сидела на последней парте и старалась не попадаться на глаза. Эмили носила скромную одежду, чаще всего простые платья, и это сразу сделало ее мишенью. В школе царили свои законы. В коридорах вечно гремели шаги, смех и подшучивания. Группа старшеклассников, которых все в школе знали как местных хулиганов, Джейсон, Тревор и Зак, держали порядок. Они всегда искали, кого бы задеть, особенно новеньких. В один из дней, когда Эмили шла по коридору с книгами в руках, троица перехватила ее около шкафчиков. Сначала были подколки, потом грубые замечания. Но на этот раз они зашли слишком далеко. Схватив ее за платье, они с силой дернули ткань, и оно порвалось на спине. Все произошло на глазах других учеников. Коридор застыл в тишине. Эмили стояла с опущенной головой. Казалось, она готова расплакаться. Но через секунду что-то изменилось. Она подняла голову. В ее глазах уже не было страха, только холодная решимость. То, что произошло дальше, произошло быстро. Джейсон получил удар в солнечное сплетение и согнулся пополам, прежде чем понял, что произошло. Тревор попытался схватить ее, но получил резкий апперкот в челюсть и рухнул к полу. Зак хотел убежать, но не успел, точный боковой отправил его в шкафчики, откуда он соскользнул вниз, не поднимая головы. Коридор взорвался гулом. Никто не ожидал, что хрупкая Эмили окажется профессиональным боксером, тренировавшейся с детства в зале вместе с отцом. Ее спокойствие скрывало силу, о которой никто не знал. Учителя прибежали, но все уже было кончено. Хулиганы провели остаток дня в медпункте и на следующий, в кабинете директора. Эмили же, несмотря на уговоры родителей перевестись, осталась в школе. Теперь никто не пытался ее задеть. Некоторые даже начали здороваться с ней в коридоре. Она не изменилась, все так же сидела тихо, на последней парте. Только теперь ее больше никто не трогал. Иногда мгновенная карма приходит в спортивных перчатках. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.